Написал несколько книжек. Среди них есть «Метро 2033», с которой я когда-то начинал лет 20 назад. Роман «Текст», который был экранизирован, стал кинофильмом «Текст». И вот из последних свершений, значит, действительно сериал «Топи», который вышел зимой этого года и который исследует темы русской хтони. Хтоническое, с моей точки зрения, это все вот подавленное, вытесненное в бессознательное. Все то, что мы про себя до конца не понимаем, но то, что в нас присутствует. То есть есть, условно говоря, правильная и хорошая Россия. Она приезжает на заседание Совета Безопасности ООН или на Генеральную Ассамблею ООН и рассказывает, что мы за мир во всем мире, и мы за справедливость, и все хорошо, и там, мы движемся в будущее. Вот возвращается Россия домой, ложится на кушетку к психоаналитику, и психоаналитика показывает там часы, там карандаш, она впадает в состояние сна гипнотического, и вдруг начинает из нее всяческая, в общем, лезть очень странная. А потом она просыпается и ничего этого не помнит. Не помнит никаких детских травм, никаких попыток там домогательств со стороны старших, ничего не знает, никаких там конфликтов, в которых она принимала участие. Все, что она предпочла забыть, все это остается там. Иногда возвращается во снах. И вот то, что Россия видит в снах, из которых не может проснуться, и то, что она рассказывает психоаналитику, мы говорим, что мы мирные люди, что мы за мир во всем мире, с другой стороны, мы лепим на машины наклейки, что можем повторить. Вроде бы как многонациональная страна, этим очень гордимся, и фразы про дружбу народов у нас даже в гимн на всякий случай вписаны, но при этом для любого национального меньшинства мы имеем обидное обзывательство. И в армии, например, или в тюрьме эти конфликты очень четко проявляются, потому что люди там немедленно начинают дробиться на какие-то землячества и братства национальные. Вот сериал «Топи», значит, про который сказал представлявший меня коллега. 5 молодых людей едут из Москвы в деревню Топи, находящуюся где-то далеко за МКАДом в Архангельской области, где, по слухам, находится чудодейственный монастырь. Можно туда приехать, никто из них особенно в чудеса не верит, потому что они современные люди, едут просто на СПА, на святых источниках. Приезжают туда и вдруг не могут выбраться обратно. Залипают. Выясняется, что монастырь, хотя и заброшен, и никакого досуга приятного им там не предусмотрено, не предвидится, они вдруг каким-то образом встречаются там с вещами необъяснимыми. Например, мертвые воскресают, те, которых, как в Солярисе, да? Тех, которых кто-то из этих людей не рассчитывал уже или, наоборот, очень надеялся увидеть и встретить. И среди жителей деревни в равной степени присутствуют люди живые и люди умершие, которые не знают, что они умерли, находятся среди них, бродят и так далее. Это такой немножко портрет, в общем, извечной вот этой самой хтонической России, которая существует в пространстве иррационального, необъяснимого, где-то в пограничье между явью и сном. Есть такие сны, из которых хочется проснуться, но не получается. Есть такие сны, в которых к вам приходят ваши умершие родственники и не знают, что они мертвы, а вы им не хотите говорить, чтобы их не расстраивать, или чтобы еще эта магия длилась. Тем, кто в Советском Союзе еще родился, свойственно готовность впасть в бездействие и сложить руки быстрее, чем это требуется. Дело в том, что, во-первых, надо признать, что Россия была и остается империей. Империя характеризуется тем, что главный смысл ее в расширении. Когда она перестает расширяться, она испытывает глубокий кризис. И надо срочно чем-то этот кризис и пустоту заполнить. Другое свойство империи заключается в том, что жители ее обычно не являются гражданами, за редкими исключениями, а являются подданными. То есть прав у них особенных нет, и возможность испытать самоуважение у них только одна – гордиться достижениями, свершениями своей страны. То, что над ними, то, что больше их. Но дело в том, что отсюда и происходит другая история. То, что жизнь каждого человека ценности особенной не имеет. И от нас всегда, со времен моего школьного детства, через рассказы про пионеров-героев, через
глорификацию подвигов советских людей в Великой Отечественную войну, требовалась полная готовность жертвовать собой ради государства, ради страны. Причем государство и страна обычно у нас одно и то же. Но дело в том, что мы в состоянии борьбы, находясь, как бы не предполагается, что мы должны как-то жить или наслаждаться жизнью. Мы должны бороться, мы должны выживать. И выживание для нас — это какой-то комфортный модуль. Поэтому мы с кризисными ситуациями справляемся лучше. В то время как коронавирус весь мир повергает в шок и трепет, мы переходим, наоборот, в какой-то, как ни странно, комфортный для себя статус. Мы готовы, во-первых, мы изначально, в связи с тем, что не ощущаем ценности своей жизни, фаталистически настроены. То есть мы готовы и помереть, если что. И то, что у нас 500 000 разницы там, смертности официальной, ну не официальной, а там, избыточная смертность, так называемая, да, по сравнению с прошлым годом, и мы при этом вот тусуемся, в то время как вся Западная Европа сидит на карантине все еще и выходит из дома в масочке. Там совершенно другая ценность человеческой жизни все еще. Да? Мы как бы пренебрегаем своей собственной жизнью. Вас же никто сюда не гнал, правильно? То есть вы просто считаете, что риски с этим сопряженные ничтожны. И гораздо страшнее лишить себя там интересного разговора или досуга, или еще что-то. Получается, что поскольку мы живем, по большому счету, чтобы эффектно умереть, пожертвовать собой ради чего-то, получается, что смерть для нас реальнее, чем наша жизнь. И если в жизни у нас не так много шансов себя как-то реализовать, потому что, в принципе, в империях ты можешь только встать в строй, маршировать и там как-то пожертвовать. А когда империя не воюет, люди в ней теряются. Ну что же, там благоустройством заниматься приусадебного участка? Это какая-то бессмыслица и задача человека недостойная. Ну и, наконец, в общем, наказуемость инициативы, да, потому что ты знаешь, что если ты вдруг как-то слишком уж хорошо благоустроил свой приусадебный участок, во-первых, тебя могут забрать, а во-вторых, ты начинаешь выделяться. А коллективизм — это тоже усвоено еще с Советского Союза у нас важная наша черта. Нужно быть как все, лучше не выделяться, быть, в общем, в строю, потому что люди, которые над строем возвышаются, привлекают к себе внимание прапорщика. И не только. И это не всегда хорошо. Подразумеваемое, но вслух не обсуждаемое, непризнаваемое по ряду причин, поскольку это нарушает нашу внутреннюю мифологию, которая нас самооправдывает и на уровне гражданина, и на уровне страны, это все оказывается подавлено и вытесняется вот такие парадоксальные формы, про которые я говорил. И, в общем, так получается, что ты оказываешься в мире подсознательного, где мертвые реальнее живых, где случаются чудеса, потому что это единственный способ получить желаемое, где ты не знаешь, что тебе снится, а что происходит наяву, и откуда проснуться невозможно. Ты предпочитаешь сладкую ложь горькой правде, потому что сладкая ложь дает тебе возможность поддерживать это комфортное существование, не задавая себе излишних острых вопросов. Это все, в принципе, в большей степени признаки людей, рожденных при советской власти, воспитанных определенным образом, идеологизированных, с предустановленной вот этой прошивкой, связанной с уравнением всех и призыву к смирению, отказу от гордыни и покорности, которая может превратиться в определенную безинициативность и пассивность. Но, в общем, все это, конечно, повторюсь, в большей степени связано с теми, кому сейчас там 30, может быть, 40, 50 и больше. Те, кому сейчас 20, все-таки люди совсем другие. Это люди, хотя и воспитываемые своими родителями, тем не менее рассчитывающие, с моей точки зрения, на себя, имеющие ощущение, что жизнь находится в их руках, и что они могут менять мир, начиная с себя. Поэтому вот это русское хтони, коды русской хтони, к ним, может быть, относятся в меньшей степени. Но при этом надо помнить о том, что это сны, может быть, которые снились нашим родителям и дедам, и прадедам, и просто достались нам
по наследству. То есть сознательное новое, а подсознательное вечное.